Естественно, я, уходя в монастырь, не собирался менять свою жизнь потом. То есть я рассчитывал на то, что я в монастыре умру, когда Господь решит. Но оказалось немножко по-другому. До этого я в Касимове был только 2 раза и фактически проездом. То есть я так и не разобрался тогда, помню, в эти 2 раза в топографии города. В Касимове я оказался в декабре 2011 года, после того, как Святейший Патриарх и Священный Синод принял решение быть мне епископом Касимовским. Я сам рязанец, в первом поколении, правда, дед был летчиком военным. Вообще у людей церкви существует такая особенность, которую мы приписываем действию Божественной благодати. Если архиерей назначает на какую-то кафедру, то он таинственным образом с ней обручается. То есть ты город никогда не знал, никогда там не был, не знаешь, что там за люди. Более того, может быть, все еще оказалось и хуже, чем ты предполагал, но ты, вопреки рассудку, вопреки всей твоей жизни предыдущей, в этот город влюбляешься. Ты начинаешь его считать своим родным. Вот. И, в общем, со мной именно так и произошло. Я на данный момент всегда возвращаюсь в Касимов и сам себе говорю окружающим: я еду домой. В музее я себя чувствую как дома. Мне здесь очень комфортно. Мне приятно работать в этом особняке. Естественно, накладывает свой отпечаток та история, та семья, фамилия, которая с ним связана. Порой так плохое настроение с утра. Собираешься на работу, там какие-то проблемы, заботы, уже думаешь, что вот там куда-то в какие-то инстанции нужно ехать. А подъезжаешь так вот издалека от собора спускаешься, смотришь такое здание красивое, особенно если там летом или осенью ранее, когда солнечная погода. Думаешь, ты в таком месте работаешь, в таком здании, и еще у тебя плохое настроение. Для меня музей, несмотря на то, что музейные предметы хранят историю, для меня музей – это живой большой организм, в котором люди, предметы, здания, документы, все перемешано. И все взаимодействует вот в этих каких-то своих процессах, но в то же время живет своей жизнью. Но настолько все там органично, что музей остается на плаву. Директором музея я стала в 23 года. Серьезно. Абсолютно. По первой профессии я бухгалтер, у меня было среднеспециальное образование. На тот момент, обучаясь в институте, я нигде не работала, и предложили попробовать себя научным сотрудником музея. Поработала, втянулась. И потом наступил такой момент, когда мне предложили стать директором музея. Я пришла, посоветовалась со своей мамой. Она мне говорит: Лена, это такая ответственность. Я подумала о том тоже, что это ответственность. Это музейные предметы, это люди, это здания, это много-много всяких каких-то вещей, за которые нужно отвечать. Я согласилась буквально там в течение 1 дня. Я думаю, что, может быть, бы в этом возрасте, если бы мне сделали такое предложение, я бы уже подумала намного серьезнее. На тот момент в музее был коллектив, который мне был знаком. Я знала этих людей и знала, насколько высок их уровень профессионализма. И если я бы допустила какие-то ошибки, то есть они бы, может быть, даже мне не дали их допустить. Наш музей расположен в старинном красивейшем особняке купцов Алянчиковых. Алянчиковы разбогатели на винных откупах. Очень выгодное, как говорится, дело. Здесь многие купцы разбогатели, но, наверное, Алянчиков был самый крутой. Как-то прогуливался Иван Алянчиков по Соборной площади, к нему подошла цыганка. Попросила у него денег. Алянчиков сам добился всего своим трудом. И, конечно, ему вот эти попрошайки, дармоеды всегда, в общем-то, его раздражали. И он раздраженно довольно-таки сказал этой цыганке: иди отсюда, работай сама и накормишь себя и свою семью. На что она ему сказала? Вроде бы пошла, но, обернувшись, сказала: умрешь ты, когда достроишь свой дом. Долго
Иван Осипович достраивал свой дом. Вы видите, там есть и пристроечки, и все. И тем не менее, когда город охватила оспа, он на Бельведере проживал и допускал к себе только одну прислугу, которая приносила ему покушать. И он один из всей семьи заразился оспой и умер от нее. Ну вот так это или не так, но легенда такая существует. Иван Сергеевич Гагин, наш земляк, архитектор-самоучка, не имеющий специального образования, а просто бывший гражданином своего города, любивший свой город. Он вырос в купеческой семье, и родители его готовили к этой же участи – быть купцом. Но уже в достаточно взрослом возрасте, когда он смог заняться тем, чем ему нравится, то, что мы видим на Соборной площади, это и есть плод творения нашего земляка, архитектора Ивана Сергеевича Гагина. Богатое наследие которого, в общем-то, было оценено-то уже после его смерти. Ну а в семье он не имел такого отклика. Свои чертежи он прятал в печке, и слава богу, хотя бы, что их не сожгли. И то, в общем-то, это хорошо. При жизни его ценили, но в то же время считали странноватым. Во-первых, он не брал денег много за то, что вот он разрабатывал эти архитектурные чертежи для постройки, для реставрационных работ. Городец Мещерский, как назывался наш город изначально, был основан князем Владимиром Суздальским Юрием Долгоруким примерно в 1152 году. Когда сюда пришел Юрий Долгорукий вместе со своим конным войском, здесь уже проживали финно-угорские племена, такие как Мещера, Мурама и Мордва. И вот от названия одного из племен Мещера край наш называется Мещерский край. Очень выгодное было географическое положение, рядом река Ока, богатая рыбой, непроходимые леса, где животный мир. Земледелием люди изначально особо не занимались, потому что земля здесь была не особо плодородная. Земледелие сюда пришло позже, когда появились племена славян. Когда славяне были, именно они уже научили людей заниматься земледелием. Изначально, конечно, основные занятия это было рыболовство, охотой занимались выделкой шкур. Об этом свидетельствуют именно находки. Одно из самых излюбленных занятий племени Мещера это было бортничество. Собирали дикий мед. Люди в то время были язычниками. Они поклонялись богам, матушке природе. И поэтому все, что носили люди в то время, одежда, украшения, все несло в себе особый смысл. В основном это, конечно, обережный характер. Это всевозможные браслеты, височные кольца. Потом головное украшение было очень интересное, целый комплекс. Ну и вообще племя Мещера, женщины из этого племени очень любили украшения. Городец Мещерский, он за болотами, в глубине Мещерского леса всегда был убежищем от татарских набегов, от монгольских. Великие князья рязанские обычно отправляли сюда, в Городец, свои семьи, когда начинался очередной набег. Одной из самых интересных, конечно же, страниц истории нашего города связано с образованием Касимовского ханства. Ну или как по-другому еще принято его называть, это Касимовского царства. В середине 15 века на территории Казанского ханства происходит борьба за власть. Один из наследников престола убивает своего отца и младшего брата. Два других брата, Касим и Якуб, чтобы избежать смерти, бегут в Москву и просят помощи Василия II Темного. Долгое время эти братья участвовали
участвовали в боевых походах, за что, в общем-то, Василий II наградил одного из братьев Касима и дал ему городец Мещерский в кормлении. Касимовское царство – это было удельное княжество. Простиралось оно, в общем-то, на территорию 200 верст и включало в себя несколько уездов. Все правители, которые были здесь у нас в Касимовском царстве, они все назначались Москвой, московскими государями. Первым правителем был Касим, затем правил его сын Даньяр, и уже после смерти Касима город-городец стал называться Касимов. Хотя местные жители очень долго не могли привыкнуть к этому названию, русские называли свой город городец, а татары, которые здесь проживали, назывались в то время городецкими татарами. А мусульмане называли свой город Хан-Кермен, что означает «царский город». Последней правительницей была женщина Фатима Султан Сеитовна. И вот у нас в экспозиции сохранился стул, кресло-трон, который нашли в доме, где предположительно жила сама последняя царица Фатима. Здесь на протяжении столетий русский народ жил с татарами вместе, жили без всяких столкновений национальных или религиозных. Закон в императорской России очень просто решал, на самом деле, национальный вопрос. Все были подданными русского императора, и если эти подданные исповедовали свою историческую веру, то закон их защищал. Касимовцы, русские, от татар переняли некую жилку деловую. Вот, татарские купцы поначалу были самыми искусными. Татары от русских переняли чисто русскому православному народу присущие качества в области нравственной. Всегда, когда живешь рядом, вот, набираешься. Ну, хорошо, если хорошего. Одной из самых главных, конечно же, изюминок нашего города Касимова является ханская мечеть, которая была построена еще при первом правителе Касиме примерно в 1467 году. Сама мечеть изначально, возможно, была одноэтажная. Потом, примерно где-то при Петре I, она была разрушена и восстановлена уже была при Екатерине II, это в конце XVIII века. Существует такая очень красивая легенда, которая связана с мечетью нашего города. Когда Петр I возвращался с Азовского похода, утром вышел на палубу, был сильный очень туман, увидел впереди купола и перекрестился, решил, что это купола церкви. На что ему сказали, что это не церковь, а мечеть магометанская. И тогда приказал Петр I полить в нее из пушки. Ну, если учесть, что Петр I, он не особо любил мусульман, креститься заставлял их, может, снес. И лишь только уже при Екатерине II, как известно, что сама Екатерина, она очень лояльно относилась к разным религиям. И вот при ней появляется указ, по которому мусульмане начинают отстраивать мечети по всей России. И здесь у нас в городе Касимове мечеть начинает постепенно перестраиваться. Это центральный молельный зал. Украшением его является михраб. Вот эти барашки говорят нам о стиле барокко, это времен Екатерины. Также в этом зале сохранился это искусственный мрамор, это все 19 век. На сегодняшний день очень мало специалистов-реставраторов, которые смогли бы отреставрировать вот именно этот искусственный мрамор. В то время считался он очень дорогим и был достаточно модным. После установления советской власти уже, как и многие церкви, мечети были в нашем городе закрыты. Здесь какое-то время даже располагался Татарский народный театр. Позже располагался именно Касимовский краеведческий музей, который, в общем-то, достаточно долго здесь жил. Здесь были у нас экспозиции, располагалась этнография касимских татар, которая рассказывала о жизни татарского населения нашего города. Ну, а на сегодняшний день эти залы действующие. По праздникам здесь проводятся молитвы, намаз.
В нашем городе татарский театр назывался он Чулпан, что переводится как «звезда» или «созвездие». Возглавляла его женщина Сагдия Хасановна Булатова. Человек очень активный. Она сама родилась в не очень такой богатой семье. Родители у нее очень рано умерли. Она всю свою жизнь хотела учиться, но так как в то время, 19 век, школ для татарских детей у нас здесь в городе не было. Для девочек при мечетях были такие небольшие школы. Учили жен мул. Естественно, какое образование было? Только религиозное. А она, например, Сагдия Хасановна, она, конечно, всегда хотела намного большего. И стремилась к этому, добивалась этого. Сама получила хорошее образование. И потом в дальнейшем, благодаря ей, в нашем городе появляется первая татарская школа для девочек. И на нее, конечно, смотрели как на врага народа, потому что по татарским обычаям в то время женщина должна была сидеть дома и заниматься домашним хозяйством. К сожалению, очень мало людей, татар, живут по заветам своих предков, знают свою историю. Вот. К сожалению. Причем это все результат последних, может быть, 40 лет. Конечно, это нашу жизнь может обеднить очень сильно. Основан культурный центр. Хотят они там и курс татарского языка открыть. Я сказал одному из лидеров татарской общины, что я буду первым, кто запишется на эти курсы, когда они откроются. Мне это очень интересно. На Пасху есть такая традиция в русской церкви. Евангелие за литургией читают на нескольких языках. В основном на греческом, на латыни, на русском, где-то на арамейском, где есть знатоки такого языка. У нас еще и на татарском. Многие храмы являются самыми настоящими музейными собраниями, потому что даже в тех храмах, которые открывались в 90-е годы, люди из подпола, с чердаков, из шкафов, где они все это хранили, пытались возвратить и иконы, и реликвии, и предметы утвари. Для меня всегда в храме самое интересное место – это подвал и колокольня. Потому что в подвале и на колокольне там хранятся с такой культурной точки зрения настоящие сокровища. Работа идет, хранилище есть, но сейчас мы решаем вопрос с местом размещения этой экспозиции. Надеюсь, что решим к началу следующего года. И в Касиме появится еще один музей. По традиции, пока в проекте его название – это церковное древлехранилище. Вот эта темничка, так называемая. Да. Тут кое-что немножко упало. Это сцена суда над Христом у Пилата. Вырезанные фигурки в этом ящичке таком стеклянном. Вообще существует мнение, что подобные вещи привозили паломники из Святой Земли, из Иерусалима в XIX веке, хотя можно в этом чуть-чуть сомневаться, потому что тогда путь в Иерусалим был гораздо сложнее. Сейчас сел на самолет, в кондиционированном автобусе подъехал куда там полагается, а раньше это было посложнее. Но тем не менее, это единственный экземпляр вообще, о котором мне известно. Ничего подобного я нигде не видел. Согласитесь, не в каждом городе была девушка, на которую обратил внимание сам царь. В XVII веке был такой обычай, когда приходила пора жениться царственной особы, со всего государства во дворец свозились девушки, отличающиеся необыкновенной красотой. Так случилось и в 1647 году. В наш провинциальный город приехали придворные бояре. И, в общем-то, многие соседи указали на Ефимию Всеволжскую, потому что девушка отличалась и в самом деле необыкновенной красотой, покладистым хорошим характером, сговорчивостью. И в дом Всеволожских пришли эти посыльные бояре. Ефимии им тоже очень понравилось. Отец ее, Федор Всеволожский, хоть и был воеводой, казалось бы, должность такая, он был честным воеводой. Когда пал выбор именно на эту семью, вся семья со всеми пожитками, с лучшими одеждами для Ефимии отправились во дворец. Там прибыло около 200 красавиц. Придворные, более приближенные бояре, а главное, их жены
устроили жесткий конкурс красоты. И из 200 красавиц отобрали только 6. В это число вошла и касимовская девушка Ефимия Всеволжская. Их-то, этих 6 красавиц, и представили светлые очи царя Алексея Михайловича. И когда он вошел в комнату, он не обратил внимания ни на кого, подошел сразу к девушке с таким именем Ефимия. А Алексей Михайлович был молод, хорош собой, посмела она глазки на него поднять, то есть он ей тоже очень понравился. То есть это и в то время существовала любовь с первого взгляда. Он подошел, подарил ей кольцо и расшитый золотом платок. Это означало, царь сделал свой выбор. Подошел день венчания. В окружении Ефимии была подослана купленная женщина, которая в этот день вызвалась заплетать косы Ефимии. Эта женщина очень туго стянула ей, заплела косы. Ефимия попыталась сказать, что ей уже неудобно и плохо. Ей сказали: терпи, хочешь быть царицей, так вот. Ефимия сколько могла терпела, и вот как на картине показан этот именно кульминационный момент. Под белые ручки Ефимию выводят навстречу высокодержавному жениху, и со страшным криком от страшной боли Ефимия падает в обморок. На что Борис Морозов сразу же громко кричит: а невеста-то больна подучей. Подучей – это эпилепсия ныне. То есть ни о каком здоровом наследстве уже быть не может. Это, во-первых. И, во-вторых, сам факт обмана семьи, что хотели подсунуть больную невесту. Тут же, без суда и следствия, вся семья ссылается в Сибирь. По мне, как эмоциональный человек, конечно, жалко именно то, что разрушена любовь. Ефимия даже по возвращении из Сибири все еще сохраняла свою красоту, и никто и никогда не видел больше, не наблюдал за ней никаких, в общем-то, таких вот падучих припадков и всего такого прочего. Интерьер дворянских усадеб отличался богатством, разнообразием, великолепием. Ни одна дворянская усадьба не обходилась без картин. Наибольшее предпочтение отводилось портретам. Одним из излюбленных занятий дворян были балы. Наряды девушек отличались пестротой, пышностью. Не принято было одевать одно и то же платье второй раз. Попробуй сделать это. Ну вот он чего-то понимает. Я очень мечтаю сама посетить бал. Особенно бал-маскарад. И какой бы костюм надели? Какой-нибудь бы очень нарядный, какой-нибудь бы фея из сказки, например. Доброй феи, конечно, что-то такое волшебное. Доброй, но в то же время, наверное, какой-то хитрой. Я бы на балу какие-нибудь бы устраивала гостям добрые шутки. Да, я на это способна. Касимов – это царство удивительных людей, удивительных вещей, удивительных историй. Но это царство заколдованное. Нужно иметь определенные ключики для того, чтобы в это царство попасть, чтобы оно для вас открылось. Потому что Касимов, он с первого раза не открывается никому.